В 2020 году еще существуют страны, остающиеся верными союзниками северокорейского режима. На востоке африканского континента находится государство с 1972 года, поддерживающее с КНДР довольно тесные отношения – Республика Уганда. В 1962 году Уганда обрела независимость, а в 1971 году в результате военного переворота к власти пришел генерал Иди Амин. Довольно эксцентричный человек, абсолютно безосновательно называвший себя покорителем Британской империи, королем Шотландии и повелителем всех зверей и рыб. При нем было положено начало сотрудничеству двух стран. В апреле 1972 года делегация офицеров Уганды посетила Пхеньян и приняла участие в военном параде, после чего были установлены дипломатические отношения. За время правления Амина тесные связи между КНДР и Угандой существовали благодаря торговле вооружениями. Сегодня трудно представить, как Северная Корея продает танки и автоматы направо и налево. Однако для 80-х годов все обстояло иначе. В то время КНДР была крупным экспортером недорогого, но надежного оружия, что называется дешево и сердито. Спрос был огромен. Африканский континент был охвачен гражданскими войнами, а на Ближнем Востоке бушевала Ирано-Иракская война. Цены были очень выгодными, чего стоит одна продажа огромной партии северокорейских винтовок правительству Перу по ценам на 75% ниже мировых. Это бесспорно делало рекламу парням со стволами из КНДР. И к концу 1970-х годов они поставляли вооружение в Анголу, Бенин, Буркина-Фасо, Конго, Эфиопию, Гану, Мадагаскар, Мозамбик, Танзанию, Уганду, Замбию и Зимбабве. По оценкам, с 1981 по 1989 год Северная Корея заработала более 4 миллиардов долларов, а в 1982 году доходы от продажи оружия составляли почти 37% от общего объема экспорта Северной Кореи. В 1981 году в Уганде началась гражданская война, в ходе которой Ювери Мусевени сражался против Милтона Оботе, который сверг короля Шотландии Иди Амина в 1979 году. Оботе проиграл Мусевени даже несмотря на активную поддержку, получаемую из КНДР. В 1981 году Оботе ездил в КНДР, где, согласно рассекреченным документам ЦРУ, было заключено огромное количество соглашений военного характера, а северокорейские подразделения отправились в Уганду воевать против Мусевени. В 1986 году последний стал президентом, получив от Оботе и Амина заточенные под КНДР вооруженные силы. Из-за этого в ходе его правления огромное количество инструкторов из КНДР обучали угандийских новобранцев стрелять из купленных в КНДР винтовок. В конце 80-х Пхеньян начал обучать угандийскую полицию боевым искусствам и принимал участие в организации береговой охраны Уганды, дислоцирующейся на озере Виктория. В 1996 году при негласной поддержке Пхеньяна власти Уганды открыли фабрику по производству оружия под названием Накасонгола, которая производила мины, патроны и комплектующие для тяжелого вооружения, прибыль от реализации которых стала попадать и в карман северокорейского режима. Это сразу же заинтересовало США и ООН. Они попытались отправить туда специальные комиссии, которым во въезде было отказано. Однако к 2007 году Вашингтон перестал интересоваться вовлеченностью КНДР в военное сотрудничество с Угандой, так как она стала американским партнером в противодействии терроризму. В июне 2013 года вице-министр по делам национальной безопасности КНДР посетил Уганду, где с главами угандийской полиции обсуждал техники разгона массовых беспорядков и вопросы организации органов внутренних дел. Дело в том, что из 40 тысяч полицейских Уганды почти половина живет в ужасных условиях, что существенно снижает их рабочую эффективность. Решить проблему жилищного кризиса Кампале помогает Пхеньян, отправляющий в Уганду рабочих и закупающий строительные материалы. Дружба Уганды и КНДР беспокоила Южную Корею, президент которой Пак Кын Хе летом 2016 года отправилась в африканское турне, в ходе которого стала первым южнокорейским лидером, посетившим Уганду. В
ходе ее визита в Кампалу было подписано более 10 соглашений с одним недвусмысленным условием – Уганда должна прекратить сотрудничество с КНДР. Мусевени неохотно согласился, якобы признав приоритет санкций ООН над интересами отдельной страны. Более того, в 2017 году он выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявив, что Уганда соблюдает санкции ООН в отношении КНДР. И еще он выразил свою личную любовь и благодарность Пхеньяну, в частности за то, что в прошлом КНДР помогла Уганде создать танковые войска. Судя по всему, этой пламенной речи в качестве доказательства отказа от военного сотрудничества с КНДР Уганде показалось мало, и уже в январе 2018 года страна представила Совету Безопасности ООН доклад, в котором были изложены многочисленные действия, предпринятые для полного прекращения любых связей с Северной Кореей. Согласно этому документу, Кампала аннулировала визы для военных советников из КНДР, а все оборонные контракты были расторгнуты. Будем честны, Уганда немного обманывает. В отчете комиссии ООН за июнь 2019 года страна фигурирует в списках нарушителей санкционного режима с КНДР, а в декабре 2018 года The Wall Street Journal опубликовал отчет, где цитируется высокопоставленный офицер Министерства обороны Уганды. Он прямым текстом заявил, что Уганда никогда и не прекращала с КНДР связи и совместную работу по линии военного сотрудничества. Более того, он утверждает, что солдатам вооруженных сил Уганды под страхом уголовной ответственности запрещено разглашать информацию о нахождении в Уганде северокорейских инструкторов и фотографировать их. В невоенных сферах сотрудничество старых друзей работает по еще более простой схеме. Все северокорейские горнодобывающие и строительные компании, находящиеся в Уганде, во всех документах чудесным образом превратились в китайские или просто иностранные, продолжая свою работу. Большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, оцените это видео и поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и читайте нас в Telegram. Ссылка будет в описании. До новых встреч!